Здорово-здорово, братишки, сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает. Вы на канале Nixon Play. Победителями прошлого розыгрыша стали Darksiders и Нагибатор 09. Поздравляю, подарки отправил вам на кладовичка Кухню Гурмана. Для тех, кому не повезло, не расстраивайтесь, я разыграю по 2 ящика 5,45. Для участия в розыгрыше нужно обязательно подписаться на канал, подписку я проверяю, и написать комментарий не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник и сервер, на котором играешь. Итоги розыгрыша будут известны 1 июля. Очень много негодований поступает мне сообщение по поводу локации аэропорт, а именно касаемо прохода через зловещую ущелье с аномалиями, где новичка то аномалии трепет, а если он уж и пробрался каким-то чудом через это ущелье, то его медведь загрызет. Мне всегда казалось, что в этом месте нет ничего сложного, но это, видимо, только для меня. Давайте уж закончим с этим ущельем раз и навсегда, ведь проходов на аэропорту аж целых 3, и в этом видео ты про них узнаешь. Приятного просмотра! Первый проход, самый банальный, обычный и бесячий. Да, это ущелье с аномалиями, но пройти по нему не так-то уж и сложно, как тебе кажется. Аномалий там действительно много, но прикол в том, что они расположены как будто бы зигзагом. И получается, что бежать в ущелье надо не напролом, собирая все аномалии и лихорадочно тыкая себя аптечками с антирадом, а перебежками с одной стороны дороги на другую, бросая перед собой камни. Примерно в середине ущелья есть безопасный островок, на котором ты можешь переждать, снять радиацию и пополнить запас здоровья. Добегать до конца ущелья не обязательно. Ты можешь перепрыгнуть забор и безопасно дойти до хутора Сибиряка, миновав при этом немалое количество аномалий. Но будь аккуратен, иногда я там застревал. Также прошу заметить, что я иду абсолютно голым персонажем с маленьким уровнем, чтобы не было в комментариях спама, мол, персонаж у тебя одетый и прокачанный, а я иду голым нубом с тазом. Второй способ прохода я уже неоднократно упоминал в своих видео. Это проход через ворота Семушка. Как по мне, это самый легкий переход из всех, но для начала его нужно открыть. Открывается он двумя способами. Либо ты набираешь 3000 репутации у спецгруппы Омега, либо 3000 у АП Конукова. Советую набирать репутацию у спецгруппы Омега, так как в дальнейшем она тебе пригодится. Вдобавок ко всему, за выполнение квеста в поисках странного сталкера от Мирного берется он раз в 2 дня при репутации не менее 1000 у Омеги. Ты сможешь получать не только опыт и репутацию, а еще и набор старых инструментов. Он на минутку стоит порядка 500 тысяч на доске. Задание можно брать у Мирного по рации, и придется бегать к нему всего лишь один раз, для того, чтобы сдать сделанный квест и получить за него награду. Также нужно учесть, что если заработать 3000 репутации у АП Конукова, то проход через ворота Семушка будет для тебя платным, и такса составит 20 тысяч рублей в одну сторону. За обратный проход Мирный денег брать с тебя не будет. Если ты хочешь, чтобы цена за проход составляла 10 тысяч, а не 20, тогда вводи промокод Nixon. Он подарит тебе премиум на аккаунт абсолютно бесплатно. С ним цена за переход снизится в 2 раза. Также увеличится вдвое получаемый опыт и добыча ценного лута с мутантов. Данный промокод работает абсолютно на всех серверах. Steam, VK или Launcher, неважно. Главное успеть ввести, ведь он не вечный. Третий способ для лентяев, которые хотят все сразу быстро и не хотят стараться в начале, чтобы потом в дальнейшем комфортно играть. Как придешь на локацию аэропорт, иди на берег, квадрат D33, разбегаешься и прыгаешь напротив среднего островка. Как докатился на жопе до дна, иди вперед и постоянно спам пробел, чтобы в какой-то момент твой персонаж зацепился и начал карабкаться в гору. Плыть левой или с правой стороны, неважно, с обеих сторон можно выбраться, это проверено. Как заберешься на остров, отбегай в правую его часть и, накопив полную стамину, снова прыгай в воду и лихорадочно
с пробелом. В какой-то момент ты можешь начать задыхаться. Не паникуй, просто иди вперед. А если не получится с первого раза, обязательно выйдет со второго. Каких-то определенных ориентиров у меня нету, поэтому, когда приходится пользоваться таким способом, я плаваю на глаз. Можно, конечно, приловчиться и пользоваться водной переправой. Это лучше и быстрее, чем шастать в аномальном ущелье. Но все же, я советую вкачать репутацию спецгруппы Омега. Это недолго и несложно, а в дальнейшем она принесет себе только одни плюсы. Были вопросы еще про то, как попасть на аэропорт. Проводник САУ Кочетков, стоит он в квадрате С74, локация окрестности Любича, в первый раз проведет тебя на аэропорт за 3 автомобильные свечи. Все последующие разы проезд на аэропорт будет стоить 30 тысяч рублей. Также важно знать, что на аэропорту есть доска объявлений буфетчик. Это маломальский торгаш, у которого можно купить бутыль воды и кусок жареного мяса на крайний случай. Но там ты не купишь себе ни патронов, ни медикаментов, так как аэропорт считается проходной локацией. Если ты соберешься там пофармить, то бери все нужное с собой с запасом, чтобы там не застрять. Итак, товарищи новички, видео сделано сугубо для вас. Надеюсь, теперь вопросов по переходам и проходам в комментариях и на трансляциях я не увижу. Если что-то непонятно, я советую пересмотреть видео еще раз. Обязательно подпишись на канал и напиши комментарий. Для меня это лучше благодарность, ведь я стараюсь над каждым своим видео. Спасибо за внимание и понимание. Увидимся в зоне, брат Сталкер. Иди, не мозоль глаза.